хочу вам рассказать, пожалуй, самую душевную свою историю. Про волчицу. Ее долго помнили все жители деревни, откуда родом мой дедушка, и рассказывали своим детям и внукам. Дедушку комиссовали из армии по тяжелой контузии в 1944 году, в октябре. Почти сразу он женился на моей бабушке. Забегая вперед, скажу, что прожили они душа в душу до 7 февраля 2007 года, дня, когда бабушки не стало. Так вот, поженились они, и жители деревни помогли молодым дом справить. Живите, мол, счастье наживайте. Устроился дед почтальоном на местную почту. Собственно, с этого история и началась. Шел апрель 45-го. Однажды возвращался он с работы на велосипеде и заметил на обочине дороги шевелящийся пушистый пищащий комочек. Подъехал поближе, смотрит, да это же волчонок. У малыша была повреждена задняя лапка. Он дрожал, как осиновый листочек, видать, сильно замерз. Не смог мой дедушка просто проехать мимо. Снял с себя фуфайку, завернул в нее малыша и понес домой. Молодая жена ошалела от неожиданной находки, но и ее сердце жалось от жалости к этому бедному волчонку. Позвали ветеринара. Он пришел и обомлел, но помощь необычному пациенту оказал. И приходил каждый день лечить волчка, так назвали малыша, пока угроза его жизни не миновала. Конечно, ведро картошки, буханка хлеба и бутыль самогона были не последним доводом помочь маленькому пришельцу из леса. Все бы хорошо, да через пару дней к дому пришла мать, большая лохматая волчица. Дед оторопел, но вышел к ней и повел незваную гостью по направлению к хлеву. Так они и шли, до смерти перепуганный дед и молодая волчица, ищущая своего детеныша. Она оказалась весьма умным существом и быстро нашла, где прячут ее малыша. Волчица сама забралась в хлев, но не тронула ни овец, ни баранов. Кроха узнал свою мать и жалобно пискнул. Та приблизилась к нему, облизала и посмотрела на деда. «Ну что ж, забирай, раз нашла», — сказал он волчице. «Только слабенький он еще, сама видишь. Сгинете оба. А тут еда и вода, живите», — говорил дед с ней, как с человеком. И она будто бы поняла его, потопталась и легла рядом с сыном. Дед принес ей воды, молока и немного мяса. По деревне быстро разлетелась молва, что живет у молодоженов волчица с волчонком. Овец и поросят воровать перестали, до этого были случаи, и даже мимо дома народ старался лишний раз не ходить. Волчок выздоровел, окреп, а Шельма, так назвали его мать, стала всеобщей любимицей в семье. Наверное, у нее в ближайшем роду были собаки, так как она быстро привязалась к людям, отлично помогала пасти коров, а также сопровождала деда на рыбалку и в лес за грибами. Весной 46-го волчок ушел. Видимо, волчья кровь позвала его в лес. А Шельма осталась в деревне. Умнее и преданней зверя просто не было на всем белом свете. В семье ее обожали. Зимой она жила в сарае, у коров в синяке. А летом, в будке, рядом с сараем. Волчица была настоящим другом целых 7 лет. Но однажды весной 52-го она пропала. Ушла и не вернулась. Искали ее года 2, но так и не нашли. В семье по верному четвероногому другу очень тосковали. Собак, девочек, которых заводили, всех называли шельмами. Дед тужил, не надо было девку отпускать. Да разве силой волчицу удержишь? Очень уж он ее любил. Прошло 18 лет. Эту часть истории дедушка всегда рассказывал со слезами на глазах. Даже войну вспоминал без слез, а тут не мог сдерживать. Было это аккурат после Нового года, числа 3-го, может 4 января. Дед разносил корреспонденцию в соседнем селе, да припозднился. Началась настоящая снежная буря, снег, ветер и сильный мороз. Все замело, ничего не видать, жутко холодно, и он заплутал. Долго ходил, пытаясь добраться до дому, да только из сил выбился. Присел он на сугроб и стал засыпать. Сделалось ему тепло и ничего уже не надо. Наверное, так бы и замерз. Но вдруг услышал волчий вой. Кто-то подбежал и лизнул ему лицо.
Открыл глаза, а перед ним шельма. Волчица скулила, бегала вокруг деда, пыталась приподнять его за воротник дубленки. Мужчина с трудом встал, обнял свою любимицу. Шельма потащила деда вперед, сквозь жуткую метель, ухватившись зубами за его рукав. Как только он приседал, она начинала выть и метаться. Один раз дед опустился на снег и опять стал засыпать, тогда шельма сильно, до крови, прикусила ему руку, тот сразу очнулся. Так и довела его до дома. И выла около двери, дед был не в силах даже в окно постучать. Вышла бабушка. Обрадовалась и мужу, и шельме. Завела дедушку в дом. А волчица села у порога, стала поскуливать, но в дом не пошла. Бабушка решила ей мясо вынести. Она тоже сильно соскучилась по своей питомице, ведь 18 лет не виделись. Вышла на улицу, а там нет никого, как будто и не было. Звала ее, но в ответ был слышен только вой ветра. Постояла, вглядываясь в снежную ночь, да какой там, мело так, что в 2 шагах ничего уже не видно было. Положила мясо на порог, найдет, если что. Хотела посмотреть дорожку шагов, да нет ее, может, снегом замести успела. Отогревшись, дедушка посмотрел на руку, на то место, где шельма до крови его прикусывала, но не нашел никаких следов от волчьих зубов. Неужели это все ему только почудилось? В ту ночь соседи да и бабушка слышали в отдалении волчий вой, но шельму больше никто и никогда не видел. Вот мы и не знаем, что это тогда было. Кто спас жизнь дедушки? Может и правда шельма вернулась, чтобы помочь деду той ночью, а может, это дух волчицы не дал ему замерзнуть. Как бы то ни было, дедушка до последнего вздоха был благодарен своей любимице за чудесное спасение в ту морозную снежную ночь.